Уважаемые друзья, коллеги, подписчики, участники проекта, вот уже почти 50 лет, более 50 лет прошло с момента достаточно большого конфликта вооруженного на острове Даманском, который произошел между Советским Союзом и Китаем, и таком же конфликте на казахской границе, участке советской границы с Китаем. Однако и не без оснований тема китайской угрозы, она давлеет, преобладает в российском общественном сознании и общественном сознании очень многих бывших советских республик. Ну, к слову, даже я этому посвятил отдельный пост в ЖЖ 8 лет назад, где указал, что китайская угроза – это основная тематика сообщений в СМИ на тот момент и сейчас. То есть именно это достаточно преобладающая сфера, которая освещает наши СМИ и различные блогеры в том числе. То есть это уже было подмечено достаточно давно. И, к сожалению, успехи Китая, его рост, совокупной мощи, он, к сожалению, только подогревает эти страхи, и обязательно надо разбираться, что из них является реальной угрозой, а что действительно надумано и не соответствует действительности, и как нам выстраивать отношения с таким гигантским соседом мощным, не на мнимых угрозах, а реально купируя настоящие угрозы. Так вот, в итоге, по итогу Даманского конфликта, военно-политическое руководство Советского Союза приняло китайскую угрозу как реальный масштабный фактор угроз для Советского Союза, и не на пустом месте. Дело в том, что именно в 1969 году, или можно сказать чуть-чуть раньше, Советский Союз оценил фактор передислокации нескольких десятков частей, нескольких десятков дивизий Китайской Народно-освободительной армии Китая на границу с Советским Союзом. Сам Китай начал активно, публично готовиться к ядерной войне с Советским Союзом. То есть началось создание бомбоубежищ на случай ядерной войны по всему Китаю. То есть об этом заявило открыто правительство Китая во главе с главой Госсовета Чжоу Энлаем. Произошел вооруженный конфликт, и в дальнейшем на протяжении более чем 20 лет до разрядки с Горбачевым, если можно назвать сдачу наших позиций в Монголии и на Дальнем Востоке разрядкой, так вот, на протяжении более чем 20 лет Китай была реальная военная угроза для Советского Союза, в первую очередь для Дальнего Востока Советского Союза. То есть это то, что, к чему реально готовилось поколение моего отца, ваших отцов, и с чем, с этой мыслью жило на протяжении более чем 20 лет. Естественно, от такого мощной идеологической пропаганды очень сложно уйти, даже если увидишь факты реальные. И, в свою очередь, что немаловажно, китайское население готовилось к не меньшей советской угрозе, то есть ядерным ударом по войскам китайским и в дальнейшем наступлением советской армии по всем направлениям, и воспринимало союзнические отношения с Вьетнамом, вторжение в Афганистан также воспринималось как акты подготовки к вторжению Советского Союза и оккупации всего Китая. То есть также 20 лет китайское общество также жило в состоянии российской угрозы, советской угрозы, и вполне реальной. Тогда, на тот момент, действительно, еще при Мао Цзэдуне началось массовое переселение китайцев в приграничную провинцию Хэйлунцзян. То есть население примерно 6 миллионов увеличилось кратно, в 2-3 раза за тот момент, за тот период. Действительно, мы фиксировали увеличение населения, увеличение военной инфраструктуры и реальную подготовку Китая к реальной войне. Это все не проходит даром, это, естественно, все свежо. Но сейчас ситуация несколько поменялась. И действительно стоит изучить, какие угрозы исходят от Китая, в каком случае он начнет боевые действия,
кто находится в первую очередь под ударом и так далее. То есть все вот мы в рамках этого ролика изучим. Ну, первое, с чего надо начать, о чем больше всего говорят, о чего больше всего боится общественное мнение, это страх демографической угрозы, то есть ассимиляции китайцами русских, замещение их на территории Российской Федерации. Насколько это реально, согласно цифрам. Ну и действительно не только цифрам, но и просто объективному наблюдению. На сегодняшний день паспортов российских граждан Российской Федерации, этнических китайцев, примерно около 27 тысяч. Конечно, многие из них это уже потомки в первом поколении, у них их сложно отследить как этнические китайцы, которые получили паспорт, переехав из Китайской Народной Республики. Многие из них дети. С детьми это показатель порядка 50 тысяч человек, и виды на жительство имеют примерно такое же количество китайцев. То есть постоянно проживающих на территории Российской Федерации китайцев около 100 тысяч человек. В пике максимума туристической активности Китая 1,5 миллиона китайских туристов находилось в короткой недельной, двухнедельной поездке на территории Российской Федерации. Сейчас границы закрыты, этих туристов нету, то есть показатель близок к 100 тысячам человек. То есть в отношении 1,4 миллиарда человек в течение 30 лет, имея 4200 километров сухопутной границы, пункты пропуска, беспрепятственную возможность поселиться на территории Российской Федерации, реально поселились 100 тысяч человек. То есть 1% китайского населения это 14 миллионов человек. Здесь речь идет даже не о промилле, это песчинка, это капля в море. И говорить о демографической угрозе со стороны китайцев, что китаец популярен как некий партнер для брака и так далее, об этом говорить можно, но это не настолько большая проблема демографическая, как проблема с другими миграционными потоками в Российской Федерации. То есть это несуществующая реальная проблема, за исключением бывших советских республик. Для Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Украины эта проблема реальна. На Украине проживает гораздо больше китайцев, чем в Российской Федерации. Китайцы живут обособленными городами: в Харькове, в Одессе, в Киеве. И среди местного населения китайцы воспринимаются как вполне себе популярный партнер для брака. Сами китайцы в средствах массовой информации широко освещают удачные, успешные истории таких брачных отношений. То есть в данном случае проблема, скорее всего, актуальна для Казахстана и Украины в большей степени. В меньшей степени для Российской Федерации. То есть вот здесь вот такая ситуация наблюдается. Китайцы не стремятся переезжать на территорию Сибири, Дальнего Востока и даже европейской части России. Иногда, чтобы на, скажем так, какой-то произвести хайп, да, модное слово. Журналисты пишут, например, такая была статья недавно, что китайцы скупили недвижимости в Петербурге на более чем 1 миллиард рублей. Оказалось, что это всего лишь 200 квартир с чуть-чуть выше стоимостью, чем в среднем по Петербургу. То есть 7 миллионов рублей. Это однушки, двушки и так далее. То есть реально, сколько продается в Петербурге квартир в течение года, я думаю, что речь идет о десятках тысячах. Реально это вот тоже показатель в районе процента. И речь идет, как правило, о туристических фирмах, каких-то закупщиках и представителях бизнеса. То есть о какой-то гигантской волне речь может не идти. Реально есть скупка земель в еврейской автономной области на Дальнем Востоке. Это связано в первую очередь с сельскохозяйственными нуждами Китая. Это удобно достаточно скупить там землю, производить продукцию и, соответственно, поставлять ее в Китай. Речь идет достаточно о больших величинах, о покупке земель в подставных лицах и так далее. То есть здесь в данном случае реально для вот этого субъекта такая проблематика. Но для всех остальных субъектов Российской Федерации спустя 30 лет открытых границ эта проблема не актуальна. Для сравнения, значит, в Бангкоке 25% населения в столице Таиланда это китайцы этнические. Вот что такое китайская экспансия, вот что такое китайская ассимиляция. Вот это реальные показатели. А если бы на Россию мы переложили эту ситуацию, то в Москве бы должно было проживать около 4 миллионов китайцев. Мы не видим 4 миллионов китайцев в Москве и вряд ли когда-нибудь увидим.
Это что касается демографической проблемы для Российской Федерации. То есть это абсолютно выдуманный факт людей, которые, видимо, не выходят из дома и не видят, что у нас несколько другие миграционные проблемы, чем китайская. Вторая важная составляющая – это китайская угроза. Действительно, китайская армия, Народно-освободительная армия Китая, она не только самая крупная сухопутная армия в Евразии, она составляет такую тройку из российской, индийской и китайской армии, крупных сухопутных армий, но и это очень продвинутая с тех времен армия, которая оснащена передовой сухопутной техникой. Да? То есть это новейшие танки, они чуть хуже по ТТХ российских танков, но тем не менее количество их, конечно, поражает. Это более 10 тысяч единиц и постоянное расширение парка, ну, с консервацией, соответственно, старого парка. Да? То есть это реально большая сила, и нужно четко оценить, насколько опасна эта армия. Действительно, если мы не берем в расчет военно-политическую ситуацию, внутриполитическую ситуацию в Китае, армия представляет огромную угрозу для Дальнего Востока России. И в большей степени она представляет угрозу для Казахстана, который, в принципе, ничем особо не защищен от массивного удара таких частей. Но на данный момент внешнеполитическая доктрина Китая строится на противостоянии с Западом. То есть противостояние, целью которого является доминирование Южно-Китайского моря. Китай гораздо больше усилий тратит на создание полноценного флота. Об этом хорошо свидетельствует создание 2 авианосцев уже и планы по созданию в целом 6 авианосцев. То есть это полноценный баланс для авианосных групп Соединенных Штатов. То есть это и прямой вызов Западу и так далее. В отношении Российской Федерации и Казахстана, Киргизии и так далее, Китай ведет себя крайне деликатно и согласно нормам международного права. Более того, был заключен договор о дружбе и добрососедстве между Китаем и Российской Федерацией в 2001 году. В 2021 году он должен пролонгироваться, мы этого ожидаем. Согласно договору, у Китая нет территориальных претензий, официально, публично нету никаких территориальных претензий к Российской Федерации, и это залог правового решения любой проблемы. В отличие, что нельзя сказать ни о Тайване, в отличие от Японии, с которыми постоянно территориальные споры, с Кореей, с Вьетнамом и тем более не говоря уже об Индии. Да? То есть там неурегулированная абсолютно ситуация, а Китай в 2001 году показал всему миру, что с Россией воевать он не собирается. Ситуация с территориальными спорами официально завершены и урегулированы. В интернете 40 лет подряд ходит байка о том, что в китайских учебниках российская территория Дальнего Востока современного Китайской Народной Республики закрашена в китайский цвет. Это полное несоответствие действительности. Никто никогда не видел таких карт. Если вы их видели, пожалуйста, скиньте ссылку на карту современной Китайской Народной Республики, и на которой было бы показано, что территории 3 субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке закрашены в китайский цвет. С удовольствием их изучим и предъявим широкой общественности. Все остальное это байки. Есть исторические карты Китайской Народной Республики, например, династии Цин, предыдущей перед Китайской Республикой и Китайской Народной Республикой, где действительно, согласно договору Нерчинскому 1689 года, это официальный документ, это реальная ситуация, территории 3 этих субъектов входили в состав Цинской династии, Цинского государства. Это Нерчинский договор, согласно которому и не только эти территории, а вообще, в принципе, весь бассейн Амура являлся территорией Китая. Это исторический факт, но на современных картах такого изображения нету. Еще раз это подчеркиваю. Более того, для учета реально военно-политических планов китайского руководства без относительно групп влияния, будь то суверенные силы или более глобалистские силы, значит, в любом случае все эти силы, потому что в 2001 году был у власти шанхайский генсек Дзян Цзиминь, тем не менее они подписали этот договор, и Китай все-таки выразил свою позицию по мирному сотрудничеству с Россией на 20 лет. Я думаю, что при Си Цзиньпине это будет также на много-много лет пролонгирован договор. Вне зависимости от военно-политических групп в Китае, к России относятся как к мирному направлению взаимодействия. Соответственно, в 1991 году, когда произошел развал советского государства, в 1993 году, когда произошел конституционный кризис,
В 1996 году, когда не без трудностей происходили выборы президента России, в 1998 году, когда в России случился дефолт, страна была на грани, Китай ни разу не прибег к военной агрессии или попытке серьезно пересмотреть территорию приграничных государств. О чем это говорит? Это говорит о том, что это не говорит о том, что Китай беззубое, травоядное животное. Не хочу говорить панда, потому что панда это очень агрессивное животное на самом деле. Так вот, это не говорит об этом, а это говорит о том, что прагматический Китай понимает, что риски нападения на то или иное государство, они должны быть меньше, чем совокупная выгода от приобретения того или иного участка территории. Риски нападения на Россию, признание Китая агрессором, тем более членом Совбеза ООН, а это Совет Безопасности, который регулирует, по сути дела, мировую повестку, они несоизмеримо кратно, а может быть на порядок больше, чем приобретение, значит, земель для посевов сои, нескольких участков тайги и замерзающего побережья Приморского края. Это невыгодно. Это просто невыгодно для Китая на данный момент. Почему сейчас Китай, вот казалось бы, да, совершенно дикость, да, создавать искусственные острова в Южно-Китайском море? Зачем? Это же вода. Да? Зачем создавать армию гибридного рыболовства, гибридных рыбаков, которые должны под видом рыбаков, на самом деле это военнослужащие Народно-освободительной армии Китая, осуществлять вторжение на какие-то острова сопредельные, воевать за скалы? Казалось бы, зачем? А за тем, что геополитически для Китая выгодно иметь контроль над всем Южно-Китайским морем, которое является Средиземным морем Азии. На него приходится 25% мировой торговли и морского трафика. То есть это то, что китайцам реально нужно, реально выгодно. Они ведут по всем фронтам, идеологическим и топографическим фронтам, да, и по всем остальным, военным, космическим и так далее. Именно работу в Южно-Китайском море. То есть Си Цзиньпин не успел прийти к власти, он не стал рисовать какие-то дополнительные территории Российской Федерации или Казахстана, Киргизии на своих картах, а он сделал совсем по-другому. Начались издаваться масштабно новые карты КНР, где Южно-Китайское море в полную величину было изображено как территория Китайской Народной Республики. Раньше на этих картах, до Си Цзиньпина, это была небольшая такая вставка уголочком, как что-то такое вот формальное. Вот при Си Цзиньпине Южно-Китайское море, огромная территория, несколько миллионов квадратных километров, была признана, соответственно, территорией Китая полностью. То есть вот прирастать Китай хочет именно Южно-Китайским морем. Зачем это ему нужно? Это поставит все страны Юго-Восточной Азии и Японию, кстати говоря, и Тайвань под контроль Китая. Потому что если трафик будет находиться в руках китайского флота, то и авиатрафик в руках китайской авиации, ПВО, то все страны будут побеждены без войны. То есть все, согласно Сунь Цзы, побеждать не воюет. Вот что хочет Китай. Он хочет расставить ловушки так, чтобы все произошло само собой. И ловушки он ставит вовсе не для России. Если Россия начинает конфликтовать с Китаем, автоматически для Китая начинается война на два фронта, и Китай прекращает свою экспансию, опасную для Тайваня, опасную для Японии, Соединенных Штатов в конечном счете и для Индии. Но он прекращает эту опасную экспансию на юг. Поэтому мечта Запада, мечта Японии, мечта Тайваня, мечта Вьетнама, мечта Индонезии, Индии и Европы, возможно, а также мечта всех врагов России и внутри и за рубежом, это то, чтобы Китай натравить на Россию. Вот мечта и вот смысл всех пропагандистских штампов о китайской угрозе. Единственный случай, который приведет Китай к состоянию угрозы, агрессии в отношении Российской Федерации, это смена военно-политического режима в либо Китае, либо в России. То есть, если в Китае сейчас уходит от власти Си Цзиньпин под давлением глобалистских сил, к власти приходит та или иная группа, которая заинтересована в сближении к Западу, например, Комсомол, например, Шанхайская группа в меньшей степени, Комсомол в большей степени,
сразу же начинается переориентация китайских вооруженных сил с морской программы на сухопутную. И комсомольцы уже показали свои зубы в отношении России. Это в период правления одного из секретарей комсомола провинции Хэйлунцзян. Регулярные были провокации с переименованием городов провинции Хэйлунцзян. Придавали им старые названия маньчжурские в честь отторгнутых территорий, в честь завоеванных каких-то территорий России. Ну, в честь, не в честь, а скорее в скорби, в память об этом. Это речь идет о городе Айхунь. Он был Айхуэй при Народной Республике. И вот Лухао при нем переименовали, соответственно, в Айхунь, да, по поводу Айгунского договора, по которому Россия отторгла часть территорий. Разрешили рожать 3 детей в 15, кажется, если память не изменяет, городах Хэйлунцзяна, приграничных с Россией. То есть тоже пропагандистская акция, чтобы люди туда приезжали, чтобы они населяли эту территорию. Это все было именно при губернаторе Лухао. Это подробно написано в первой книге, ну и об этом есть, естественно, во второй книге. Есть отдельная статья на Южном Китае, враждебные переименования, агония черного дракона. Все это подробно изучено, имеет очень четкие внутриполитические краски. Кстати говоря, и остров Даманский возник не как какая-то самостоятельный конфликт с Советским Союзом, а это было именно результат переориентации верхушки Китайской Народной Республики на Запад. То есть при Мао Цзэдуне была создана группа из нескольких генералов, которые вошли в том числе ориентированные на Великобританию, США генерала Маршаллса Китая. И они начали масштабную работу по подготовке к конфликту с Советским Союзом. Она была во многом именно идеологическая, то есть никто реально, все понимали, что Советский Союз не будет наносить ядерные удары по Пекину, но тем не менее вся эта верхушка руководства, в том числе Чжоу Энлай, абсолютно прозападный лидер шанхайской группы, они все начали во все трубы трубить, что СССР собирается нападать. То есть конфликт на Даманском является как раз вот такой вот описанной переориентацией на запад части китайской элиты. Точнее, та часть элиты, которая была сразу ориентирована на Запад, она захватила власть. Это стало следствием того, что просоветская элита ушла со своих позиций. Ну, не без нашей, как говорится, не без нашего преступного бездействия в период правления Хрущева. Вот это реальная самая проблема, которая может привести к смене повестки на конфликт с Россией. То есть, чтобы понять, когда начнется у Китая конфликт с Россией, не дай бог, конечно, и мы все приложим силу, чтобы этого не было, надо просто следить за внутриполитической повесткой в Китае. Как только в Китае будет избран какой-то один из лидеров комсомола в Центральный военный совет, Центральный военный комитет Китайской Народной Республики и Коммунистической партии Китая, заместителем председателя, обозначить себя как преемник какой-то, сразу же отсчет российско-китайского конфликта начнет отсчитывать часы, свои дни, месяцы и годы. И это будет явным сигналом для принятия соответствующих решений. Я бы сказал, не очень приятных для Китая, потому что ядерные войска и вообще все вооруженные силы Российской Федерации – это далеко не те силы, которые были в 1996 году или даже в 2007. Это другие абсолютно мощные вооруженные силы, которые способны вести операции далеко за пределами Российской Федерации. Значит, вторая проблема, которая именно военного характера, которая может возникнуть как угроза для Дальнего Востока, это раскоординация действий центра и Дальнего Востока, конфликт между Дальним Востоком и центром, утрата стабильности верховной власти в Российской Федерации. В таком случае есть достаточно высокая вероятность, что заместить вакуум на этих территориях постараются определенные силы. Скорее всего, это будет гибридная война, которая будет поддержана теми или иными частями политического истеблишмента Китайской Народной Республики. То есть
скорее всего, будет проводиться эта политика, как и во время гражданской войны, через местные оппозиционные власти, например, в каком-нибудь городе вроде Хабаровска. То есть такая вероятность существует, и таблетка от нее одна. Надо строго регулировать и контролировать присутствие Китайской Народной Республики во всех ее формах, начиная от институтов Конфуция, заканчивая инвестиционными корпорациями, заканчивая крупным бизнесом и всем остальным на территории Дальнего Востока. В одном из своих роликов «Нужны ли китайские инвестиции в Россию» я четко обозначил свою позицию, которую я обозначил и китайцам в присутствии академика Глазьева, что на Дальнем Востоке России, на Дальнем Востоке в Сибири китайские инвестиции должны быть жестко ограничены, либо вообще их не должно быть. На Дальнем Востоке и в Сибири должны быть только инвестиции русских предпринимателей, российского государства и мощные вложения, в том числе в военную инфраструктуру. Почему? Союз с Китаем, дружба с Китаем будет крепнуть и будет более стабильной, если будут китайцы понимать, что на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале находятся мощные части, боеспособные части армии Российской Федерации. Это укрепит доверие между нашими странами, как бы ни говорили злые языки. Это будет действовать отрезвляюще на те оппозиционные силы в Китае, которые бы хотели воевать с Россией. То есть в любом случае Россия должна увеличивать свое присутствие на Дальнем Востоке, Тихоокеанском флоте и так далее, расширять свою группировку, увеличивать свои войска и так далее. Ну, разумеется, в разумных масштабах. И постоянно, перманентно демонстрировать эффективность, в том числе и ракетно-ядерных сил. Это таблетка от забывчивости, от непонимания и так далее. То есть, по мере интеграции с Китаем должна быть наращиваться и совокупная военная мощь Российской Федерации. За примерами далеко ходить не надо. Самая богатая страна мира, обеспеченная Швейцария, это же самая вооруженная страна Европы, где каждого мужчины в подвале хранится стрелковое оружие, автомат, и каждые несколько месяцев все мужчины от директора банка и рядовых сотрудников проходят военные сборы. Вот такова плата за то, чтобы быть самой богатой страной в Европе на душу населения. Такая же стратегия должна быть и у России по отношению к Китаю и к любым другим своим соседям. То есть, дабы избежать самой вероятности участия китайцев в каких-то операциях, явных или неявных, на территории Российской Федерации, даже в случае политической нестабильности, во-первых, нужно укреплять вооруженные силы. Надо постоянно демонстрировать боеспособность вооруженных сил. Во-вторых, надо ограничить китайские инвестиции на Дальний Восток, чтобы они не составляли больше 30% от совокупного объема зарубежных инвестиций. В Дальний Восток должны быть вкладываться корейцы, японцы, европейцы, Латинская Америка, арабские страны и Китай. А не только Китай. Почему? Потому что как только у Китая будет преобладающая доля в хозяйствующих субъектах Дальнего Востока, это автоматически приведет к таким естественным, в кавычках, сепаратистским процессам. И, как показали разные ближайшие события недавней истории, все это возможно, если нет контроля. Поэтому механизмы китайских инвестиций должны быть строго регулированы и перемещены их центры в европейскую часть России. Башкирия, Оренбургская область, Челябинская область, Самара, Саратов, Калуга. Все те регионы, которые не находятся на границе с Китайской Народной Республикой, где отторжение какой-то части суверенитета в любой его форме невозможно. Вот такова должна быть стратегия по максимальной безопасности Дальнего Востока и Сибири. Реальная угроза таких процессов, она существует в большей степени не для Дальнего Востока, а для Казахстана. Поэтому в Казахстане китайская угроза – это вопрос номер один. И, к сожалению, Казахстан при всей его совокупной мощи, это страна, которая, в принципе, смогла пережить 90-е годы, выйти с достоинством, увеличить серьезно свое население за этот период, все равно самостоятельно не имеет геополитических возможностей выжить в конфликте с Китаем.
опираться на Соединенные Штаты для Казахстана – это такое решение, которое казахские власти могут счесть как реально эффективное, но не думаю, что Соединенные Штаты, учитывая тесные связи Байдена с Китаем, будут помогать реально Казахстану, кроме как если дать убежище казахскому правительству в изгнании в Нью-Йорке. Но если такова цель, то такой союз он обоснован. Но если цель не такова, то это в высшей степени иллюзорная кажемость того, что Казахстан может защитить кто-то из-за океана. Важный вопрос, который спрашивают меня подписчики: а зачем тогда китайцы демонстрируют военную технику на параде в зимнем камуфляже? Если вы думаете, что Российская Федерация – это единственная страна в мире, на территории которой идет снег, вы сильно ошибаетесь. Снег идет на территории Корейской Народно-Демократической Республики, снег идет в Кашгаре, снег идет на границе с Индией, снег идет в Афганистане, а не только в России. Поэтому китайская техника, она также имеет зимний камуфляж. И война в Корее, повторение гибридного сценария вторжения американцев, совокупных армий Южной Кореи, Тайваня, Японии и Соединенных Штатов в Корею – это самый реалистичный сценарий сейчас войны, который может быть наравне с тайваньским сценарием освобождения Тайваня. Далеко не русский сценарий. Вот при таких возможностях произойдет конфликт между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Ну а сейчас, когда страны повернуты спинами друг к другу, когда Си Цзиньпина объявляет новым Сталином, врагом всего человечества, этот конфликт невозможен. И в этой ситуации, когда у власти находятся в Китае лояльные России силы, именно сейчас надо пользоваться моментом, чтобы максимально правильно углубить интеграцию между нашими странами, в том числе и между вооруженными силами. Мы многократно участвовали в вооруженных учениях, военных учениях на территории Кавказа. Последние учения были Кавказ-2020, там была тоже китайская армия. Учения Тихоокеанского флота, Северного флота НУАК. Китайские корабли заходили на День военно-морского флота в порт Петербурга. И в этом, наоборот, надо видеть именно возможность углубления интеграции, чтобы знать китайцев изнутри, чувствовать их как военных, их тактику, способы ведения войны, их стратегию, понимать их изнутри, а не закрываться от контактов с ними. Время уклоняться от объятий, время обниматься. Вот сейчас время явно не уклоняться от этих объятий. Это что касается военного вмешательства, возможности военного вторжения Китая в территорию Российской Федерации. Оно возможно не только гипотетически, но для этого есть определенно четкие триггеры, показатели, факторы и четкие сигналы со стороны Китая. Таких сигналов со стороны высшего военного руководства Китая нет. Китай не готовится сейчас воевать с Россией. Ему крайне выгодна благожелательная позиция России в отношении его действий по всему миру. И, кстати говоря, реальная угроза и неприятность для Китая, для России состоит в том, что Российская Федерация слишком дешево продает эту позицию. Иногда я недоумеваю от того, как наш пресс-секретарь МИДа с легким движением руки, без лишней просьбы со стороны Китая, начинает, грубо говоря, поддерживать Китай в тех или иных начинаниях. Эта поддержка дорогого стоит, и ей, наверное, не стоит разбрасываться вот так вот по-русски слишком щедро. Что касается реальных угроз, например, экологических, то вот нам часто говорят, что китайцы хотят выпить Байкал, но почему-то никто не говорит о том, что китайцы носят реальную угрозу для Оби и Иртыша. В то же самое время, как и для стран Юго-Восточной Азии, где есть реальная угроза забора воды из Меконга в пользу китайцев, провинции Юньнань.
Так вот, это реальная угроза обмеления Оби и Иртыша, о ней практически никто не говорит, но воды этих крупнейших рек, которые имеют колоссальное значение для Западной Сибири, они мелеют, и мелеют они потому, что Синьцзяно-Уйгурский автономный район бурно развивается, как бы там ни говорили, увеличивает свою экономику, свое влияние на шелковом пути и использует эту воду в своих целях. Почему-то об этом не трубят все те апологеты китайской угрозы, которые несут откровенный бред об ассимиляции и военном угрозе для России. А вот это реальная угроза. В одном из предыдущих роликов я говорил о том, что по поводу вырубки леса на Китай приходится лишь 8% от всей вырубки. Это не такая гигантская величина, даже если умножить на 3. И реальные проблемы в вырубке леса, они лежат на российской стороне. Россия не обеспечивает в должной мере восстановления лесного фонда. Россия не создает лесоперерабатывающую промышленность на Дальнем Востоке. Россия не препятствует браконьерству. Когда решить эти 3 проблемы, когда они будут решены, тогда проблема вырубки леса исчезнет. А Китаю не так важно, откуда покупать лес. У него нету такой задачи уничтожить экологию России. Они просто покупают то, что продают. Это по поводу леса. А реальная экологическая безопасность, она имеется в вопросах эксплуатации китайских ядерных станций, электроэнергетических АЭС. Дело в том, что в марте этого года на АЭС Хайян, расположенной в восточной части провинции Шаньдун, произошел сбой. Об этом практически очень мало писали, но написала ТАСС, но никто об этом не посвятил этому внимания. И тогдашний министр экологии, специалист по атомным проблемам, он был перемещен на руководство этой провинции по результатам этого сбоя. То есть не все так благополучно в атомной энергетике в Китайской Народной Республике. Если вы понимаете, что она находится не только в непосредственной близости с Японией, но и с Кореей, с Российской Федерацией, то вы понимаете, что это реальная проблема экологическая, которая может возникнуть. В случае каких-то сбоев облако с большой вероятностью пойдет в Сибирь и в Дальний Восток. Это реальная проблема, о которой мало кто говорит, мало кто занимается. И которой бы хотелось бы, конечно, больше говорить и заниматься. Безопасность ядерных объектов Китайской Народной Республики. Другая ядерная проблема, атомная проблема, это вероятность очень высокая с этого года войны Китая и Индии. Реально страны могут в отсутствие, скажем так, родительской опеки со стороны США и других стран Запада начать мощное военное столкновение, в котором пойдут в ход все методы, и это очень большая вероятность этого столкновения существует, и то, что оно закончится ядерными ударами, возможно, и с использованием тактических ядерных зарядов, а может быть и не только тактических, но и стратегических. Почему это вероятно? Потому что проблема китайско-индийского конфликта, она лежит в том, что китайская граница находится слишком близко от индийской столицы. Индия будет предпринимать все шаги, чтобы вытеснить Китай, чтобы купировать эту угрозу. И даже если это будет война не на территории китайско-индийской границы, то это будет война между Пакистаном и Индией. Пакистан будет поддержан Китаем. То это будет тоже ядерная война. И облако, оно в одном случае пойдет куда-нибудь в Индийский океан, и в другом случае оно пойдет на север. И это в первую очередь угроза для радиоактивной безопасности, радиационной безопасности для Средней Азии. Вот это реальная угроза. И Запад не спешит купировать эту угрозу, не спешит стороны посадить за стол переговоров, негласно потворство этому конфликту. Единственная страна, которая хочет защитить экологию, в том числе Евразии, это Россия. И Россия — это единственная страна, которая пытается две эти страны, Китай и Индию, посадить за стол переговоров. То есть Россия вот эту угрозу купирует как может. Биологическая безопасность тоже входит в перечень угроз. Почему? Потому что Китай — это южная страна с огромным населением, с огромной разветвленной логистикой по всему миру. И
опыт 2020 года показал, что проблемы, которые начинаются в Китае, они быстро охватывают весь мир. И в первую очередь Россию. Но справедливости ради нужно сказать, что большинство случаев вот нынешней вспышки вируса, оно пришло в Россию из Европы. То есть центром, очагом распространения стала Москва, которая принимала спокойно туристов из Италии и других европейских стран. То есть вот эта реальность для России, она, биологическая безопасность, она не лежит в первую очередь на стороне Китая. Более того, Китай сам страдает от биологических угроз, приходящих в том числе со стороны Российской Федерации. Например, китайский агропромышленный комплекс склонен устойчиво винить в эпидемиях африканской чумы свиней Российскую Федерацию. И эта эпидемия, которая реально привела к забою сотен тысяч и миллионов особей свиней. То есть это реальная угроза, но она исходит вовсе не из России, не из Китая, а из России. То есть здесь тоже все это не очевидно. Есть очень тонкий момент, в том числе с идеологической безопасностью. Он еще только на подступах, это пока только вероятная угроза. Речь идет о том, что Китай до сих пор не поменял конституцию, в которой написано, что это страна, которая руководствуется идеологией марксистско-ленинской, что она развивает социализм, Китай это социалистическая страна, и то, что именно эту идеологию выражает единственная только Коммунистическая партия Китая. Сейчас, очевидно, во всем мире идет глобальный левый поворот. Даже Ватикан заявил о том, что корпорации должны помогать людям. Известные представители элиты в США, в Великобритании вновь стали в один голос говорить о социальной ответственности, о неком необходимости, говоря русским языком, левого поворота, чтобы избежать социальной дестабилизации. Китай, который представляет собой некую глобальную силу, в том числе, возможно, вернется к маоизму, то есть леворадикальному движению. Это тоже не исключенный вариант в ближайшие 10-15 лет. И тогда начнется не только экспорт китайской определенной доктрины, такой левой, но и поддержка левых партий. И Китай, без всякого сомнения, имея тесные контакты с левым движением в России, он будет это использовать для влияния на внутриполитические процессы в самой Российской Федерации. Но пока это лишь в зачаточном состоянии. В будущем этот процесс может набрать силу. Кроме идеологической безопасности, существует реально научно-техническая угроза. Несмотря на то, что мы тесно дружим, обмениваемся технологиями, принимаем участие в определенных технологическом строительстве китайской армии, в любом случае Китай ведет сбор образцов и промышленную так называемую деятельность по копированию образцов научно-технических и их, по большому счету, кража. Эта деятельность очень активная, она не прерывается ни в какими периодами, ни периодами дружбы, ни периодами союзов. И единственное, что этим можно противопоставить, это контрдеятельностью такой. И эта контрдеятельность, она не нанесет ущерба нашему геополитическому союзу. Китайцы прекрасно понимают, что если они действуют, то против них им будут противодействовать. И не давать нашим научно-техническим образцам попадать бесплатно, спонсируя китайскую промышленность, их научно-технический рост на бесплатной, безвозмездной основе. Все должно быть оплачено, все должно быть в правовых рамках. Китай это прекрасно понимает и с пониманием относится к нашей соответствующей, соответственно, работе Российской Федерации в пресечении подобных действий. Второй момент, который мог бы быть использован в пресечении такой деятельности, это диалог на уровне высших руководителей соответствующих служб. Такого диалога, как я понимаю, не существует, но если бы он произошел и у стран был бы какой-то подписан протокол, коммюнике, меморандум о прекращении вот таких вот действий, то это бы сыграло очень существенную роль в обеспечении этой работы. Но не уверен, что такая работа ведется, а жаль. И, конечно, в последнюю очередь, но это не значит, что это не самое главное, это практически отсутствие влияния России на Китай через мягкую силу. Де-факто работа дипломатических представительств зарубежных в России, в Китае,
сведена к очень минимальным функциям. Проводятся вечера Чехова, Достоевского на русском языке, в которых присутствует несколько человек, которые, мягко говоря, не работают в миллиардной массе. Я, скорее всего, запишу ролик на то, как могла бы действовать российская мягкая сила на территории Китая, за какие можно было бы идеологические моменты уцепиться, как можно было бы работать на направлении катехизации в Китае. И если вам эта тема интересна, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Более подробно об этом расскажу. Но если все свести достаточно кратко к одному из таких важных пунктов, Россия не должна спонсировать площади, дипломатические представительства, тратить деньги на инструменты 20 века, а она должна покупать китайских блогеров. Покупать их вполне легально, воздействовать на инфлюенсеров, так модное слово, да, люди, которые влияют на общественное мнение, приглашать их в Россию, как делал Сталин, кстати говоря, приглашая великих писателей к себе и устраивая им очень прекрасную жизнь на территории России. Мы все это можем. Приглашать их и давать им понять, что Россия – это великая сила. Великая держава с великой историей, и списывать ее как минимум преждевременно. Именно эти блогеры, именно эти инфлюенсеры, эти писатели, преподаватели, лидеры научного мира, получив законную такую возможность, они будут доносить своей публике ту точку зрения. Она, кстати, это не будет пропаганда, это будет просто констатация фактов, что Россия дружественная страна, которая готова помогать Китаю, но нападать на нее, дружить против нее, с кем бы то ни было, это бесполезно. Тем более попытаться ее захватить, обратившись к истории Польши, Германии, Франции, да и, собственно говоря, Монгольской империи. Спасибо большое, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям, комментируйте. Хотите поддержать проект на YouTube, становитесь спонсором. Для участников выше 1 уровня есть дополнительные материалы. И также хочу напомнить, что вышла моя вторая книга. Она достаточно большая получилась по размеру. По сути дела, полноценная работа, которая охватывает все стороны жизни современного Китая. Называется «Китайская власть». Действует предзаказ. В описании к ролику можете, соответственно, написать, получить доступ к книге в электронном виде, в печатном и купить билет на встречу с автором, то есть со мной. Напоминаю об этом, книга будет большая, вот такая вот примерно по размеру. Вот такая будет книга, в ней 664 страницы. Спасибо большое.